Всем доброй ночи. Издревле, во все времена, у всех народов самое страшное проклятие – это бедность. Это нищета, это неудачливость. Киевские князья когда-то, будучи правителями нашей страны, приносили клятву следующую: «Клянусь своей удачей», — говорили они. И если человек поклялся своей удачей, то считалось, что он никогда в жизни не нарушит эту клятву. Потому что без удачи нет ни воина, ни купца, ни властителя. А лишенный удачи скатывается в бездну. Становится бедным, нищим, убогим. Я очень много дарила ритуалов, можно найти: изгнать нищету, горемыку. Огромное количество работ по изгнанию неудачной энергии. Я вам уже говорила и объясняла, что каждая энергия, каждая сила, которая управляет сферой человеческой деятельности, его персонализировали. То есть он становился некой персоной. Его делали и представляли живым. Для чего это происходило? Мысль материальна. Мысль имеет огромную силу. Точно так же, как и предметы, как и живые материи, да? Люди, животные, они живые, они реальные, их можно трогать, дотрагиваться. Вот точно так же мысль, она обладает такой же силой. И когда человек что-то изгоняет из жизни или что-то привлекает, и для него это какое-то несуществующее нечто, ему трудно концентрироваться. Для чего созданы статуи богов? Потом христианство переняло, например, иконопись, да? Для чего созданы иконы? Чтобы видеть, кому мы молимся, у кого просим, какой он в нашем представлении. Боги, естественно, выглядят по-разному. Они могут принимать различные обличия. В индуистской мифологии боги огромного размера. Они огромные, очень высокие, очень большие создания. В мифологии древних армян боги безликие. Они энергии, которые обладают всеми чувствами и знаниями, которыми одарили человека. У греков боги человекоподобные. Они считали их совершенными созданиями. У них была совершенная красота, совершенный ум, неисчерпаемая сила. Но они их представляли. И многие позировали для статуи богов. То есть вот те статуи богов, которые мы видим с вами, это на самом деле живые люди, которые позировали для того, чтобы с них писали вот их портрет или статуи богов и прочее. То есть у каждой культуры есть свое понятие персонализации того или иного духовного создания, существа или какой-либо энергии в мироздании. Так вот, энергия, приносящая неудачу. Если люди день и ночь работают, у них ничего не идет. И они говорят это слово: вот пошу как проклятый, как рыба об лед бьюсь, ничего не получается, как тупик. Сколько не работаю, сколько приходит, столько и уходит. Это значит, в их доме, в его жизни поселилась энергия нищеты, бедности. Перетянул человек у кого-нибудь, нарушил какие-то законы Вселенной. Иногда мы даем деньги тем людям, которые это не заслуживают, и после этого у нас деньги не водятся. Деньги обижаются и долгое время не приходят в нашу жизнь. И такое есть. Иногда люди специально просят деньги и скидывают на нас свои неудачи. Но это уже не через карту передать, это нужно из рук в руки брать деньги. Много есть
различных моментов. Бывают городники, бывает просто человек сам по себе неудачливый, нехороший, что-то принес, какой-то подарок, и дальше пошло. Люди всегда старались быть рядом с удачливыми, сильными людьми. Но не зря говорят, у победителя много друзей, да? И горе побежденному. Всегда старались сторониться, как проказы, людей неудачливых, несчастливых. Когда выдавали замуж дочерей, то хотели, чтобы надевали на них венец и вообще украшали их и подготавливали к свадьбе женщины, которые удачно вышли замуж, у которых дети, внуки, там, которые сами по себе счастливые считались в обществе, удачливые люди. Потому что это всегда было страшно, когда люди просили милостыню или подаяние, никогда не отдавали в руки. Клали в какой-то, вот отсюда и вот эта традиция, там, шляпу или коробку или что-нибудь там брать, чтобы туда деньги кидали. Старались в руки не отдавать, чтобы не перенять это вот проклятие бедности и нищеты. Ведь согласитесь, что в нашей жизни все повязано на материальности. Есть деньги, будет лечение, если заболеем. Есть деньги в какой-то какой-то неудачный момент, что-нибудь такое, нет такого ужасного страха. И знаем, что вроде бы есть, можно там купить что-то по новой, починить, сделать. Когда у человека есть какой-то запас денег, ему спокойнее на душе. Когда у человека есть стабильный доход с какого-то магазина или откуда-то еще, он спокоен более-менее, потому что понимает, что, что бы ни случилось, в любом случае возможно выжить. Я вам уже говорила и объясняла, друзья мои, и во время войны были люди удачливые. Во время войны были такие удачливые люди, собирались за копейки, просто меняли на хлеб, на пшеницу шедевры, понимаете, бриллианты, я не знаю, такие дорогие вещи, которые люди выносили из домов и продавали, и эти собирали себе. Многие семьи так разбогатели, многие после войны, есть некоторые люди, которым их коллекцию показывают, вот это в Ленинграде было собрано. Откуда? Они удачливо устроились, они смогли устроиться, кто как умел, кто-то говорит воровство, может и так, кто-то просто в хорошем месте работал, мог что-то вынести, поменять на эти все шедевры. Хорошо это или плохо это, сейчас мы не обсуждаем. Мы говорим о том, что удачливость людей, вот кто-то просто будучи миллионером, раз и разорился, вот остался ни с чем. А кто-то из ничего поднялся и овладел всем. Эта энергия нищеты, энергия бедности, она всегда существует и рядом с нами. И вот этот страх быть, то есть остаться без денег, этот страх все потерять, этот страх, он парализует человека. И больше делает страх, чем даже реальная какая-то опасность остаться на улице или где-либо еще. Люди всегда боялись бедности. Люди всегда боялись нищеты. Люди всегда обращались к ведьмам, чтобы те могли убрать там энергию бедности или неудачливости из их жизни и сделать их более удачливыми или везучими. Пока существует человечество, будет и богатство, и бедность, и любовь, и расставание, и все что угодно. И пока существует человечность, у человечности, человечество, да, у человечества будут беды, и будут нужны ведьмы, которые эти беды будут решать. Понимаете? Только в том вопрос, что не все умеют решать. Некоторые просто делают вид, что могут решить. А есть люди, которые могут решить не только лично, но еще и подарить, и помочь, и объяснить, и дать то, что основано на древних знаниях и древних традициях, и это может помочь этим людям выйти из трудной ситуации. Друзья мои, подобный ритуал я дарила. Но сейчас хочу подарить еще один вариант такого ритуала. Этот ритуал основан на кавказской магии. Их еще называют кавказские аза. У меня есть и такой видеоролик. Колдуны, знахари, знающие люди. Считалось, что если бедность вас никак не хочет оставить, то надо дать ему его долю и выгнать из дома, как вот плохую родственницу, не знаю,
человека, который просит свою долю, да, и постоянно на нервы действует, отдайте моё, иначе я тут буду жить и так далее. И считалось, что для того, чтобы выгнать эту энергию бедности, надо дать ему иногда свою долю, как только вот вы чувствуете, что какой-то застой начинается. Отдать этой бедности долю и убрать из дома. Убрать, чтобы она не мешала жить. И это очень сильно действует. Смотрите, вам нужно черные свечи найти, восковые. И, пожалуйста, не нужно спрашивать каждые 5 минут, вот где найти, а что делать. Пойдут ли обычные свечи? Пойдут, но если вы хотите, чтобы эффект был более сильный, то черные восковые свечи. Скрутите их, вот так вот поставьте. Значит, возьмите заранее, подготовьте черный материал. Вот можете срезать такой маленький отрез. Ставите. Ну, внизу я поставил подсвечник. Его потом уберу. Для удобства. Итак, 4 свечи скрутите. Поставьте таким образом, как на ножках, чтобы было удобно. И 4 стороны света олицетворяют перекресток. То есть все 4 стороны света. На все 4 стороны света, когда говорят, иди на все 4 стороны. То же самое мы сейчас говорим. Этой силе бедности. Далее. Берете мелочь. Самая мелочь, которая существует. Одинаковая. Здесь вот по 5 копеек собрала. 13 штук. Вот. Рядом. Значит, киньте туда, рядом с этой черной материей. Зажигайте свечи. И 13 раз берете в руки монету, начитываете, кидайте сюда. Начитывайте вот 13 раз. В конце, когда вы это все начитали, значит, кинули туда, ждете, пока догорят эти свечи. Можете потом вот этим гасителем или пальцами потушить, когда поменьше останется. Ну, чтобы пожар не случился, поскольку вы на материи, да? В конце вот это все делаете. Делать нужно ночью или вечером, когда солнце село. На следующий день берете, значит, и уносите этот... Представляете, уже забыла. Ну, в общем, вот эту материю вместе со свечой и с монетами нужно привязать. Можете крест-накрест, можете так, как хотите. И, значит, уносите вот это вот все подальше от дома. В саду где-нибудь нельзя оставлять. Оставляйте возле дерева и говорите следующие слова, отворачивайтесь и уходите. Все, на очень долгое время можете забыть о безденежье и о всем таком. Если еще раз снова тучи сгущаются, снова у вас начинается безденежье, какой-то застой, опять повторяйте этот заговор или ритуал. Если у вас есть там магазин или что-нибудь еще, знаете как, прежде чем начинать начитывать ритуалы на удачу, на деньги, лучше сначала сделать чистки себе несколько дней, потом изгнать безденежье, а потом уже призвать деньги. Потому что пока эта сила нищеты и безденежья, она будет у вас в жизни присутствовать, оно не так сильно сработает, как если бы вы выгнали. Да, прежде чем там, скажем, накладывать в кастрюлю что-нибудь или в миску, нужно помыть. Если она грязная, сверху класть, есть, это как-то не очень правильно. То же самое. Сначала эту грязную энергию нищеты, бедности, неудачливости изгнать нужно, а потом уже спокойно призвать в свою жизнь удачу и деньги и все такое. Согласны? Вот почему. Итак, вот когда вы уносите это все из дома на следующий день и оставляете под деревом этот сверток, и говорите определенные слова. Бери, сколько даю, и убирайся. Больше не получишь. Отвернулись и ушли. Все. И в течение 2-3 дней у вас опять этот денежный поток откроется. Как только почувствовали, что что-то не то опять, вот неважно, из-за чего это случилось, из-за чего в вашу жизнь пришла энергия бедности. Из-за того, что сглазили, или вы
лишнее сказали, или вы сами себя сглазили, даже такое возможно. Вообще не важно. И еще один момент. Это не перекид. Поэтому некоторые говорят, а если кто-нибудь найдет, ничего страшного. Во-первых, никогда невинный человек это не поднимет. Если найдет это ребенок, ребенку ничего не будет совершенно. Во-вторых, это не перекид. Это вы уносите эту энергию вместе с этим свертком. Понимаете, вы прикрепляете. Вот почему это срабатывает? Вспомните в стародавние времена, когда говорили, чтобы домовой с тобой перешел в новый дом, что нужно делать? Старую вещь взять с этого дома и забрать. Башмак или что-нибудь еще, да? То есть забрать. Потому что эта энергия липнет к нему и уходит. Вот то же самое здесь. Та же техника существует. Просто если вы заговариваете грыжу человека, или если человек не может ходить, а вы начитываете над его ногами, и он начинает ходить, или кожное заболевание вы начитываете и проходит, и все видят, то есть в физическом проявлении реально видят и говорят, о, точно, вот начитала и поменялось все, да, человек действительно изменился, и мы свидетели, мы это видим в физиологическое проявление вот этого всего. Здесь это все происходит на тонком уровне. То же самое, энергия безденежья, она уходит. Просто мы его не видим. Мы понимаем, что у нас получилось сделать это, когда у нас открываются дороги и когда у нас начинается денежный поток. Мы начинаем понимать, что это сработало. То есть, понимаете как? Есть вещи, которые воочию тут же можно увидеть. Есть вещи, которые через некоторое время. А вообще недолго ждать. Я подобные ритуалы, вот подобные манипуляции часто делаю и проводила с людьми, которых знаю, с близкими друзьями. Часто, когда у них там какие-то дела не ладятся и так далее, если там приезжают в гости, заодно и вот у меня вот это, не знаю чего. Как говорится, когда доктор рядом, все равно приходится обращаться, ежели болеешь. И я, естественно, вот в своем кабинете внизу начинаю убирать это все. И в конце вот чисток и прочее, как правило, я вот что-нибудь подобное делаю. Выселить бедность из жизни человека. Все это за мной он повторяет, это все кидается туда, и говорю, так, а теперь берешь, идешь и оставляешь где-нибудь с определенными словами. И мне не рассказывай, я оставил, не надо это все, не нарушай эту тишину, просто делай. И после этого начинаются новые заказы, работы и так далее. То есть хочу сказать, что помимо чисток и помимо призыва денежных, значит, денежной удачи и прочее, очень-очень большая важность убрать сначала эту бедность, энергию бедности убрать. Оно срабатывает намного сильнее, если вы убрали изначально это. Даже если у кого-то там зарплату задерживать и так далее. Кстати говоря, вот вчера написали срочно деньги получить под ритуалом, что мужу задерживали зарплату. Вот человек провела и говорит, что большую часть тут же отправили на карту, хотя мы не ждали раньше там месяца двух. Настолько там какой-то конфликт был. Так что дерзайте. Итак, слова заговора. Берете по одной монете, начитали, кинули туда 13 раз. Но для начала зажигаем свечи. Так. И отдаем нищенскую долю силе неудачи, невезения. Итак. Да что ж, не заметил. Подождите. Угу. И начинаем читать. Итак. Берем, значит, монету. Кот у меня окосел там. Ну ладно. В общем, монету так берем. Вот этого кота имею в виду.
И начитываем. Эй ты, горемычная, попрошайка нищая, вон из моей хаты. Бери подаяние и убирайся. Уйди за порог, обратную дорогу забудь. Сгинь под землей, зарасти травой. В болото сыпучие уходи, в болото гиблые, за леса темные. Свою долю забери и имя мое забудь. Сгинь, нищая, сгинь, горемычная. Не я говорю, а силы судьбы тебе приказывают. За мой порог тебя изгоняют. Покорись, исчезни. Заклято. Отвлекает, дождь идет. Далее еще раз берете. Ну, на все читать я не буду, поскольку это слишком долго. Но вас научу, естественно, для начала. Далее. Эй ты, горемычная, попрошайка нищая, вон из моей хаты. Бери подаяние и убирайся. Уйди за порог. Обратную дорогу забудь. Сгинь под землей зарасти. Сгинь под землей, зарасти травой. В болото сыпучие уходи. В болото гиблые, за леса темные. Свою долю забери и имя мое забудь. Сгинь, нищая, сгинь, горемычная. Не я говорю, а силы судьбы тебе приказывают. За мой порог тебя изгоняют. Подчинись, покорись, исчезни. Заклято. Если у вас начинает очень сильно трещать, это еще не трещите так слегка. Это значит, что все-таки есть какая-то энергия, может быть, сглазили ваши доходы, может быть, к вам есть такая вот зависть и так далее. То есть вот некая темная черная энергия, которая все время посыл нехороший в вашу сторону существует. Но это еще не так. Когда чистишь людей, у них прям фейерверк такой, аж бенгальские огни начинаются. Еще раз. Эй ты, горемычная, попрошайка нищая, вон из моей хаты. Бери подаяние, убирайся, уйди за порог, обратную дорогу забудь. Сгинь под землей, зарасти травой. В болото сыпучие уходи, в болото гиблые. За леса темные свою долю забери, имя мое забудь. Сгинь, нищая, сгинь, горемычная. Не я говорю, а силы судьбы тебе приказывают. За мой порог тебя изгоняют. Подчинись, покорись, исчезни. Заклято. Дальше. Эй ты, горемычная, попрошайка нищая, вон из моей хаты. Бери подаяние и убирайся. Уйди за порог, обратную дорогу забудь. Сгинь под землей, зарасти травой. В болото сыпучие уходи, в болото гиблые, за леса темные свою долю забери и имя мое забудь. Сгинь, нищая, сгинь, горемычная. Не я говорю, а силы судьбы тебе приказывают. За мой порог тебя изгоняют. Подчинись, покорись, исчезни. Заклято. Если у вас свеча до этого догорит, пока вы 13 раз произнесете, или уже спустится настолько, что надо будет потушить, ничего страшного. Потушите и дальше продолжайте говорить 13 раз. После чего собираете, завязываете в узелок и на следующий день уносите с откупом, как я и сказала. Оставляйте просто под деревом, вот так вот кладите на землю и говорите: бери сколько даю и убирайся, больше не получишь. Отвернитесь и уходите. Вот и все. И на долгое время у вас, собственно говоря, вот эта вот энергия безденежья исчезнет. И время от времени это повторяйте. Потому что если вы человек общественный, если у вас большие доходы, тем более вы все время на виду, конечно же, найдутся тунеядцы и маргиналы, которые, глядя на все это, они же не видят закулисную жизнь. Им главное, что вы хорошо живете. Они не спрашивают себе, а почему я плохо живу. Они говорят: вот пусть у него ничего не будет. Это как всегда, да? Что ты хочешь? Да чтобы у соседа корова сдохла. А что это тебе даст? А весело мне будет. Вот то же самое. Вот и все. Удачи вам.